Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Но сегодня у нас не только про интерьерное вязание пойдет речь, сегодня вообще первый выпуск в рубрике «Что там у Юли?». Я не знаю, насколько меня хватит. Вообще-то хорошо бы в этой рубрике выпускать регулярные видео, такие обзоры, но посмотрим, как пойдет. Итак, в чем идея? Это именно обзоры того, что у меня происходит в моем рукодельном деле, какие проекты у меня сейчас, какие проблемы, в чем успехи, что происходит в чатах вокруг меня. В общем, все новости нашего с вами рукодельного мира. Итак, в этом выпуске, во-первых, покажу вам кусочек своего нового проекта, который пока без названия. Покажу, как сейчас выглядит, какого размера, как ложится рисунок, его уже видно. Расскажу немножко про пряжу, из которой его вяжу. В общем, все покажу. Дальше расскажу вам удивительную историю про носки. Я попробовала в деле носочную карачаевскую пряжу. Это, я вам скажу, то еще приключение было. Покажу, что из этого получилось. Забегая вперед, скажу, что носки я связала не только из носочной, но и из обычной пряжи. Это получились такие домашние тапочки. Все расскажу. Плюс еще покажу эксперименты из Рейги. Я там решила вязать не от мыска, а от резинки. Попробовала прямую пятку, и у меня было, в общем, много удивительных моментов. Тоже все покажу. Ну и кроме того, пройдемся по вопросам, которые вы мне задаете в YouTube. Их очень много. Спасибо вам большое. Буквально всем ответить не могу, поэтому я решила здесь, в рамках этой рубрики, еще поотвечать на ваши вопросы, самые частые, самые интересные, самые иногда неожиданные. Ну и посмотрим, что происходит в наших группах с вами вязальных, что происходит в снежинках, что происходит в кельтах, в пулинге, в чертополохе, в цветочной геометрии, в цветке из центра. В общем, во всех наших группах посмотрим, как там продвигаются ваши уже успехи. Обожаю за вами наблюдать. Все покажу. Итак, поехали. Итак, мой новый проект, я вяжу его в мозаичной технике, вяжу крючком. Это вафельная мозаика. Как вы знаете, я люблю в пледах использовать объемные мотивы, потому что плед – это большое полотно, даже если это полуторный плед, и хочется видеть в нем объемный рисунок, потому что размеры как раз позволяют реализовать такие вот 3D-идеи. Мелкие рисунки, не очень просматриваемые, я люблю все-таки в более маленьких проектах, там, в подушках или в ковриках, а в пледе я хочу видеть объемный рисунок. Но при этом я люблю все-таки повторяющиеся элементы, даже если это большой раппорт, потому что вязать так мне намного комфортнее, чем если это было бы большое какое-то полотно сюжетное с неповторяющимся рисунком. Итак, давайте посмотрим, что у меня сейчас на крючке. Рисунок потихоньку вырисовывается. Вот, посмотрите, это прямая обрывная мозаика, бахрома. С изнанки, как обычно, полоски, но все равно видны ромбы. Я пока не буду раскрывать вам секрет, не буду спойлерить, еще немножко провяжу, я думаю, вот 2 таких вот раппорта наверх, и потом переверну вертикально, и вы увидите, собственно, в чем была задумка. Теперь про пряжу. Пряжу я использую карачаевскую или еще кавказскую ее называют. Если вы не смотрели обзор по ней, посмотрите на моем канале. Я взяла цвет хаки, который я вам так рекомендовала, и белый. Это именно белый, не молочный, он довольно контрастный и яркий. Это трехнитка, вот она, довольно плотная, скрученная нить. Я вяжу крючком 5,5, соответственно, получается такой, некоторые бы сказали, что это больше ковер, но вы знаете, я люблю более плотное полотно. Ну и обратите внимание, в мотке хаки, там внутри на крючок надето мое супер кольцо. Продолжаю всем его рекомендовать. В описании оставлю ссылку на магазин, где я его купила. Теперь, как обещала, расскажу удивительную историю про носки. Ну, вы знаете, мое отношение к носкам. Я действительно люблю их вязать, но любила вязать всегда тонкие, чтобы надевать их на голую ногу под ботинки. Поэтому использовала классическую носочную пряжу, вот эту 420 на 100 или 400 на 100, спицы 2,2,25, и прекрасно все шло. Я люблю вязать 2 одновременно от мыска. Почему 2 одновременно? Потому что у меня всегда была проблема одного носка. Один носок связала, второй вязать уже лень. Поэтому я вяжу 2 одновременно. У нас с вами есть целая группа по этим носкам, есть курс на моем сайте, если вы хотите, чтобы все было четко в одном месте и удобно. В общем, мы с вами вяжем 2 вместе от носка. Но тут я решила попробовать кавказскую пряжу еще и носочную,
потому что мне говорили, что она такая же неубиваемая, как, собственно, и вся остальная кавказская пряжа, а мне нужны были именно домашние носки, чтобы ходить дома по полу, и нужны были именно такие неубиваемые. Я не хотела убивать регию какую-нибудь, да, дорогую, или опал, или другую носочную классическую тонкую пряжу. Хотела убивать пряжу, которую не так жалко. И вот я попробовала носочную. Попробовала сразу в нескольких вариантах. Давайте посмотрим. Вот так выглядит кавказская носочная пряжа. Здесь вот у меня два мотка, такой светло-серый и коричневый. Она чуть тоньше, чем классическая трехнитка. Я бы сказала, она, наверное, похожа на двухнитку. Не очень мягкая по ощущениям, но после стирки, знаете, становится прям очень норм. Вот эти носки, уж пардон за их внешний вид, но они в самом ходу у меня, в буквальном смысле слова. Я их связала и в них хожу. Тут что надо сказать? Во-первых, я на них проэкспериментировала не только на самой пряже. Она действительно оказалась неубиваемая, правда, ничего там не протирается и практически не скатывается. Но я еще и умудрилась связать прямую пятку. Что тут необычного? Как я вам говорила, я же вяжу носки от мыска, поэтому прямая пятка у меня немножко развернута получилась. Но это не мешает совершенно мне их носить, и вид у них от этого совершенно не портится. В этих носках я вернулась к своей пятке бумеранг, связала по-прежнему от мыска и решила для веселья взять два цвета. Я предполагала, что у меня пятка будет одного цвета, мысок того же, а все остальное другого, но забыла, что я люблю на бумеранге провязывать пару рядов еще по кругу между петлями, то есть между вот этими убавками и прибавками, поэтому у меня странная какая-то вот эта полоска получилась. Но да ладно. А эти горчичные носки связаны из обычной трехнитки кавказской. Это, я вам скажу, прям настоящие. Вот из такой вот. Настоящие домашние тапочки. Толстые. Я, по-моему, вязала спицами 4,5. Такие прям теплые. Мне кажется, они даже на ветру не будут продуваться. Вообще кайф. Прям очень хорошо. И нормально тянутся. Все с ними в порядке. Тоже связаны от мыска. Дальше мои эксперименты зашли в очень странное место. В общем, я решила взять носочную кавказскую, примотать к ней пух козий от пехорки, чтобы еще теплее было, хотя куда уж. Смотала это, в общем, вот в мотки и решила вязать от манжеты, вот оно, видите, там с пухом, от манжеты вниз классической вот этой пяткой, и мне не понравилось. Мне не понравилось здесь ничего. Ни пятка, ни толстые эти нитки, в общем, вообще не зашло. Я бросила их. Вот они у меня так лежат в таком виде. Не хочу дальше вязать. Не знаю, что буду делать. Ну и параллельно я развлекаюсь с регией. Развлечение с регией, оно всегда приятно, как вы знаете. Вот эти носки я вяжу тоже от манжеты из классической двухниточной регии, такой новогодней расцветки, там синий, красный, зеленый. Решила вязать от манжеты, чтобы просто посмотреть, как пойдет. Это было нелегко. Все-таки вязать два одновременно от манжеты нелегко. Это шестиниточная регия твидовая. Тут я разорилась на моток, получаю большое удовольствие от процесса, очень приятная пряжа. Классические от мыска, на них попробую связать бумеранг с клином подъема. Ну а сейчас давайте посмотрим, что же происходит в наших с вами группах. Какие такие есть у меня группы. Групп у меня очень много, мы с вами вяжем и по платным моим курсам, и по бесплатным, поэтому выбор есть всегда большой. Когда вы спрашиваете, с чего начать, я обычно отвечаю, что начните с моих уроков на YouTube, а дальше приходите на мой сайт, где все написано и про курсы, и про совместное вязание, и выбирайте ту группу, которая вам больше всего нравится. Все группы бессрочные, все чаты никогда не закрываются, так что можно тусить там и вязать бесконечно. Что у нас сейчас с вами в активе? То есть то, что сейчас прямо вот живет и бурлит. Ну, во-первых, это группа по кельтам, это кельтская пара, плед плюс подушка, это платная группа. Мы там с вами вяжем большой плед и к нему инверсивную подушку. Что значит инверсивную? Мы учим технику мозаичной инверсии, когда вы можете вязать по кругу, при этом меняя положение цветов относительно друг друга. То есть на одной стороне подушки у вас, например, белый фон и на нем серый рисунок, а на другой стороне подушки серый фон и белый рисунок. А на кельтском узоре это как раз вообще отлично видно. И эту же технику мы с вами используем в группе по снежинкам. Это тоже платный курс. Там тоже мы изучаем мозаичную инверсию, но там еще снежинки у нас и из центра в виде большого такого красивого полотна.
Это две группы основных. Что у нас еще есть? У нас идет параллельно бесплатная большая группа на 4000 человек по цветочной геометрии. Там тоже новые рекорды и новые интересные цветосочетания. У нас с вами есть интересная штука по чертополоху. Это схема, которую я недавно выкладывала в ВК. И Ольга Дорохова связала по ней небольшое панно. Тоже красиво может получиться, если, кстати, там секционно окрашенную пряжу пустить. В общем, тоже. Еще у нас большие успехи с вами по цветку из центра. Это очень клевая схема, бесплатная группа, когда у вас цветы расходятся. То есть вы вяжете из центра без обрыва нити, но при этом диагональные линии рисунок не ломают. И там недавно выложили бомбическую абсолютно работу. 2,20 на 2,20 огромный плед. Тоже мы сейчас посмотрим, что там. Еще у нас продолжаются эксперименты в рабочей группе по пулингу. Это тоже бесплатная группа. Мы там тестируем разную пряжу. И в пулинге, кстати, я вам еще расскажу и покажу, что у меня есть за пряжа. В общем, давайте сейчас залезем в чаты. Итак, что такое кельты? Кельты – это вот такой плед. Посмотрите, это вафельная мозаика и классическая мозаика. Плюс, как я уже сказала, мозаичная инверсия на подушке. Я вязала из карачаевской пряжи сталь и топленое молоко. И вот у нас в чате пошла работа. Уже связана у некоторых по одному рапорту. Это большая работа, конечно, которая занимает время. Вот, но уже можно видеть, как разная пряжа ведет себя в рисунке. Этим и хороши, безусловно, чаты и такие группы, потому что вы можете видеть, как кто работает с пряжей и с цветом. Теперь переходим в чат по снежинкам. Сейчас у нас зима, и самое время связать себе вот такой прекрасный плед или подушку с самым снежным из снежных орнаментов. Мозаичная инверсия, да, но еще и удивительно приятная в работе вот эта схема, потому что эти снежинки у вас сами собой из центра как бы появляются по периметру. Если вы не знаете, чтобы такого связать, идите в цветочную геометрию. Всегда это говорю, цветочная геометрия – это беспроигрышный вариант. Это самый универсальный, по-моему, орнамент, который можно применить в любом предмете интерьера, хоть то плед, хоть подушка, хоть ховер, хоть что. Его можно вязать по прямой, из центра, по кругу, как угодно. Этот чат живее всех живых. Там всегда у всех в работе что-нибудь из цветочной геометрии. Вот, посмотрите на эту красоту. В очередной раз, конечно, приятно очень видеть грамотное использование секционно окрашенной пряжи. А вот тот самый цветок из центра. Тоже хороший пример центровой схемы мозаичной, которая абсолютно не деформируется и не ломается при вязании из центра. Конечно, большая находка для тех, кто не хочет обрывать пряжу. Чуть медленнее продвигается дело в группе по Барджелло. Это бесплатная группа, но оно и понятно, потому что это очень интересный, но не легкий рисунок. У него большой раппорт, и нужно связать минимум 3, чтобы увидеть движение рисунка. Да, Барджелло – это продвижение. Вы, конечно, знаете, это флорентийская вышивка. Вот в переложенном виде на мозаику она дает, конечно, неповторимое движение именно рисунка. Посмотрите на работы вот из Дундаги, которая еще помимо движения дала и цветовые переходы. Просто обалдеть, как красиво. В группе по цветочному пледу, видите, много цветов, много растительных всяких элементов, но в группе по цветочному пледу, где идея моя была в том, чтобы пустить цветочные орнаменты по вертикали, то есть чтобы бахрома была по коротким сторонам, а такие как вьюны спускались сверху вниз. Вот посмотрите на работу, посмотрите на сочетание цветов. Какая красота! А для любителей классики, для любителей геометрии у нас есть группа по вафельному пледу. Я ее планировала как группу для тех, кто не любит бахрому, и сама заодно попробовала вязать без бахромы. Но честно вам хочу сказать, что мне надоело вправлять кончики, заправлять их. Я все-таки предпочитаю вязать, если прямую мозаику, то с бахромой. Но в этой группе есть видео о том, как я прятала эту бахрому. Если вы хотите все-таки без бахромы, то это тот самый выход. Ну и, конечно, вафельные ромбы – это удивительный по своей простоте и при этом изяществу орнамент. Опять же, универсален, подходит для всего абсолютно. И можно там поиграть и цветом, и форматом. В общем, дерзайте, посмотрите, как красиво. Новые работы в группе по ковру дорожки. Всегда вам говорю, что ковер-дорожка – это отличный способ
для тренировки мозаичной техники, потому что это обрывная мозаика и небольшая, в отличие от пледа. Средний размер ковра дорожки, под который я рассчитывала все дизайны в этом курсе, это 50 на 100, 50 сантиметров на 100 сантиметров. Такой классический прикроватный небольшой коврик. В этом курсе целых 12 дизайнов разной степени сложности, на любой абсолютно вкус. И вот новые работы можно посмотреть. Поклонники пэтчворка продолжают развлекаться в одноименной группе. Напомню, что в пэтчворке мы имитируем лишь эту прекрасную технику. То есть мы, конечно, не вяжем там миллион квадратов, не сшиваем их потом. Мы вяжем все единым полотном, но есть некоторые нюансы, которые позволяют сделать это так, чтобы внешне казалось, что это именно пэтчворк, именно сшивной плед, например, да, или подушка. Новая работа в группе, я не устаю восхищаться вашим мастерством и талантом. Ну что, переходим к магическому пулингу. Вы помните, про пулинг я подробно рассказывала в моей 3-й книге «Цвет на крючке». И у нас с вами есть бесплатная большая группа. Я бы сказала, что это такая очень творческая и очень экспериментальная группа, потому что в ней собрались увлеченные пулингом люди, которые бесконечно тестируют разную пряжу, пытаясь ее уложить в эту удивительную геометрическую технику. Ну что, я попробовала пряжу Шахенмайер. И хочу вам сказать, что это удивительное приключение. Давайте посмотрим. Ну, как попробовал? Я ее купила. Видите, я купила вот на формуле рукоделия, где была презентация книги моей, купила 3 мотка. Обратила внимание, что на этикетке хоть и написано Plant Pulling, но на картинке иногда клетка, а иногда просто полоски. И, судя по всему, действительно можно получить клетку, а можно и просто полоски. Вот я свяжу образцы и посмотрю. Но в чате, в нашей группе по пулингу, там люди уже вовсю тестируют эту пряжу. Вот, можно туда прийти и все узнать, разузнать, сколько там чего, какие номера цветов, и посмотреть, что из этого получилось. Зима диктует нам свои правила. Конечно, мы не обходимся без шапок. Мы продолжаем уже 3-й год с вами вязать самую простую шапку в мире крючком. И чат по шапкам все растет и растет. Каждый день там все новые и новые шапки появляются. И я всегда говорю, будьте аккуратны. На одной шапке вы не остановитесь. И так оно и выходит, потому что я вижу, люди выкладывают уже по 3, по 4, по 5 шапок. Одели всю семью, всех друзей, всех коллег по работе. И все это продолжается и продолжается. Начинаются какие-то украшения, уже помпоны, научились вязать уши. В общем, бурление происходит. Эта группа бесплатная, поэтому если у вас еще и у вас родных нет шапок, присоединяйтесь. Ну, теперь переходим к рубрике «Вопрос-ответ». Посмотрим на частые вопросы, которые вы задаете мне здесь, в YouTube, и постараюсь на них максимально точно и лаконично ответить. Итак, Юлия спрашивает, как стирать пледы. Ну, вот она тут уточняет, что связаны обрывной мозаикой. В целом это не важно. Смотрите, если вы пользуетесь моими рекомендациями по выбору пряжи, а посмотреть можно на моем сайте в разделе «Блог», какую пряжу я рекомендую и как вообще выбирать. Так вот, если вы пользуетесь моими рекомендациями, то такие пледы можно стирать в стиральной машине, потому что все-таки я выбираю технологичную пряжу. Но если вы вяжете из пряжи, из чистой шерсти, там, из дундеги, например, да, или из полушерсти, то надо это учитывать, безусловно. И если уже стирать в стиральной машине, то обязательно с использованием специальных средств и обязательно на щадящем режиме. Ну вот, например, плед из дундеги я в стиральной машине не вяжу. Мне не нужно, чтобы он свалялся. Я понимаю, что можно грамотно постирать, чтобы не свалялся, но все-таки это слишком большой будет удар для меня, поэтому его я стираю вручную со специальным средством для шерсти. Но если вы вяжете из технологичной пряжи, из акрила, с добавлением вот всяких технологичных туда в состав волокон, то можно стирать в стиральной машине, небольшие обороты, 30 градусов и красота. Ольга спрашивает про карачаевскую двухнитку. Ольга, смотрите, я из карачаевской двухнитки еще не вязала. И для меня это до сих пор большой сюрприз, потому что, судя по всему, она какая-то очень разная. Если трехнитка, я пробовала ее очень много цветов, она в целом, кроме вот этого цвета молочного, она в целом ведет себя одинаково. В целом примерно толщина ровная на протяжении всей пасмы, то про двухнитку я слышу постоянно, ну вот в чате нашем по нескучному пледу, постоянно вижу очень противоречивые отзывы. Очень часто люди пишут, что от цвета этой двухнитки зависит толщина. То есть, например, люди заказывают 2 цвета для пледа, и все двухнитка, оба цвета, и один приходит толще, чем другой.
Поэтому я пока что-то опасаюсь, но, безусловно, если я встану на этот путь, я для себя постараюсь и для вас, собственно, постараюсь как-то выявить некоторую тенденцию. Если какие-то цвета толще, то какие? Действительно ли они всегда толще, чем другие? То есть какую-то составить более-менее подсказку для нас всех, чтобы мы понимали, да, чтобы можно было работать потом с этой двухниткой. Поэтому ответить на ваш вопрос вот по поводу крючка тоже странно, не могу, потому что ну, надо смотреть. Если она такая разная, то надо в каждом конкретном случае взять образцы и подбирать соответствующий крючок. По поводу два сложения, ну тоже без образца тут никак. Я знаю, что многие выходят так из положения, если вот разные совсем цвета, разные толщины, один берут в два сложения, другой в один, но надо смотреть, устраивает ли у вас по плотности полотно, да, то есть если оно слишком рыхлое, то крючок потоньше, если слишком плотный, крючок потолще. В общем, с карачаевской двухниткой это сплошной эксперимент. Ну, вопрос любови очень частый. Очень часто вы спрашиваете, как присоединиться к совместному вязанию, с чего начать, как разобраться в группах. Групп действительно очень много. Как понять, что платно, что бесплатно. Смотрите, все очень просто на самом деле. Первое, что вам нужно сделать, если вы не знакомы с мозаичным вязанием, нужно прийти на мой канал в YouTube и посмотреть несколько хотя бы начальных моих уроков по мозаике. Первых 2-3 уроков вам, в общем, хватит для того, чтобы уже окунуться, вязать плед и больше уже ни о чем не думать. Будьте осторожны. Многие сейчас откладывают спицы, потому что так увлечены мозаичным вязанием крючком. Дальше вы идете на мой сайт poofpeople.ru, и там прямо на главной странице сверху есть такой пункт меню, называется «Совместное вязание». Заходите туда. Туда я складываю информацию про платные группы. Почему платные? Потому что в этих группах достаточно мною потрачено времени на то, чтобы скомпоновать курс, чтобы уложить, структурировать информацию таким образом, чтобы было максимально удобно. В каждой группе я делаю такой мини-сайт, туда складываю всю информацию, и видео, и схемы, все блоки с быстрыми ссылками, чтобы вам было удобно все открыть. Плюс, конечно, там чат поддержки, где вы можете задавать вопросы, и мы можем с вами обмениваться разной информацией, там, показывать свои работы и так далее. Это платные группы, вот пункт меню называется «Совместное вязание», вы там можете посмотреть, что сколько стоит, что где вяжем и так далее. Но помимо этого существует порядка 20 групп бесплатных на разные совершенно темы. И по мозаике очень много, и по другим техникам. Есть там по пулингу, по жаккарду, по мозаике есть много-много разных схем, которые мы вяжем. Там тоже, в общем, все очень структурировано и понятно. Конечно, там не мини-сайт, но схема там есть. Если вы прошли мои уроки, то вы можете прекрасно уже приступать, безусловно, к работе. Информацию по всем этим бесплатным группам можно посмотреть в моем телеграм-канале. Я вывешиваю периодически ссылки на них, и вы можете, есть прям посты, где перечислены все ссылки на все группы, и вы можете туда зайти и сразу перейти и подписаться. Сразу подписывайтесь, вступайте, чтобы потом не потерять. Вы можете у себя, например, на телефоне в приложении Telegram все эти вот вязальные группы потом в отдельную папочку сложить, чтобы было удобно. Вот ответ на мой вопрос. YouTube, сайт, Telegram. Там вся информация. Так, Лариса спрашивает, как и где купить книгу. Тоже вопросов таких много. Вкратце расскажу, что все 3 книги бывают в книжном варианте обычно, бывают в электронном. В электронном варианте можно купить книги на сайте litres.ru. Если вы находитесь не в России, нужно уже почитать на Литресе, можно ли у них купить, там, оплатить на нероссийскую карту, например. Ну, в общем, все условия покупки нужно с ними обсуждать, у них посмотреть, там все написано. А если вы хотите бумажный вариант книги, можно, опять же, либо пойти ногами в любой крупный книжный магазин и там купить. Мне периодически присылают в Инстаграме, в Телеграме фото и видео. Спасибо вам большое, что вот, я в Севастополе зашла в книжный, вот ваша книга. Или там я там в Прибалтике где-то, и вот ваша книга. Имейте в виду, кстати, что за границей во многих русскоязычных книжных магазинах книги мои есть. Я не знаю, как они туда попадают, но они там есть. Вот, поэтому найти можно, даже в Штатах находили. В Германии, вообще в Европе очень много книг моих. Так что их можно действительно найти в настоящем живом книжном магазине. А если в живой книжный магазин идти вам не хочется или он очень далеко, вы можете заказать мои книги в интернете. На всех крупных интернет-площадках: Озон, Wildberries, Лабиринт, в общем, любые вот книжные онлайн-магазины, пожалуйста, там книги можно купить.
Смотрите дальше уже на скидки, которые дают магазины. Иногда, например, при покупке 2 или сразу 3 получается дешевле. Смотрите на стоимость доставки в ваш регион, на акции разные. В общем, тут уже вам решать, где выбирать. Но действительно книги доступны, их можно найти. Главное, первый шаг, наверное, просто в Google вбить. Юлия Гендина, книга «Купить». Все. Вот выбрала еще вопрос Ирины, потому что он тоже представляет собой такую часть большого массива вопросов по поводу расхода пряжи. Смотрите, тут не важно, буркум это или не буркум, можно так сказать. Ну, во-первых, на моем сайте в разделе «Блог» есть статья про пряжу, которая называется «Какая пряжа и сколько брать?». Там я как раз подробно рассказываю про расход. Если вы вяжете из пряжи примерно метражом там 210 на 100 или 240 на 100, да, крючком 5, там 4,5, 5,5, то на большой, прям действительно большой двухспальный плед 2,20 на 2,20, мозаичный, мы берем усредненный какой-нибудь орнамент, да, который там не сильно много заберет, но не совсем мало, не меньше 30 мотков у вас на него уйдет, да. Не меньше 30 мотков. То есть такой плед у вас будет весить 2,5-3 килограмма где-то. А дальше уже уменьшается. То есть там на полуторный плед, например, там 20 мотков может хватить. Но повторю, толщина нити где-то 210-240 метров на 100 грамм. А если мы берем, например, карачаевскую пряжу, то я могу вам сказать, что на полуторный плед там уйдет порядка 8 пасм. Каждая пасма у них весит, это я про трехнитку говорю, каждая пасма весит 250-280 грамм, ну вот где-то около 8 пасм уйдет. На большой двухспальной там уже 10-12 пасм. Вот, поскольку Ализе Буркум укладывается в эту плотность, да, укладывается в метраж, там моток 210 на 100, ну, соответственно, да, на очень большой плед, на такой двухспальный, у вас порядка 30 мотков уйдет. Помните, что одного цвета всегда уходит больше, чем другого. Большое спасибо Светлане за вопрос. Тоже очень частый вопрос во всех группах. На самом деле такие первичные навыки работы с Excel надо получить. Надо зайти в YouTube и просто немножко хотя бы освоить эту программу. Она очень легкая, очень простая. Единственное, что нам с вами нужно освоить, это несколько моментов. Да? Как уменьшать масштаб, как распечатать, как скачать себе схему в PDF. Собственно, больше ничего и не надо. Вот в данном вопросе как раз спрашивается, как себе скачать, да, схему, потом ее распечатать, если она очень крупная. Когда вы сохраняете себе файл в PDF или сразу его печатаете, у вас с правой стороны там есть выбор формата, да, и печати, и просмотра. Вы можете, например, себе на один лист большой фрагмент схемы взять, а можете уместить его целиком, то есть весь орнамент целиком уместить на страницу. Если вы так распечатаете большой орнамент, например, да, там целый плед, то, конечно, рисунок схемы будет мелкой, вам будет неудобно. Я рекомендую в таких случаях распечатать раппорт. То есть вы выбираете прямо в Excel мышкой нужную область для печати, этот раппорт, и он у вас уже ляжет на страницу крупно и будет очень удобно. Если это сложно, если таких навыков у вас работы с Excel нет, и даже после просмотра обучающих видео на YouTube все равно ничего не выходит, всегда помните о том, что есть такие в каждом городе, мне кажется, есть такие фотокиоски, знаете, где раньше печатали фотографии, а сейчас распечатывают документы, что-то такое еще делают, копируют, вот фотокопирка это называется. Вы туда можете прийти, и они вам с телефона прям распечатают. То есть вы им перекинете на почту файл, и они вам распечатают, как вам надо. Там сидят обычно молодые девочки и мальчики, которые все быстро и в нужном формате печатают. Отличная реплика от Полины. Это не вопрос, скорее, а именно реплика, комментарий к моему обзору. Это, наверное, к моей лекции про цвет в интерьере, которую я проводила в уютке. Ну, смотрите, действительно, на вкус и цвет товарищей нет. Да, все фломастеры разные и все такое. Это вкусовщина, безусловно. У каждого свое видение цвета, каждый из нас вообще по-разному с вами видит одну и ту же пряжу, да. То есть кому-то покажется, что это фуксия, кому-то покажется, что это бордовый. У каждого из нас разные пристрастия. Да? Я могу сколько угодно ругаться на фуксию, но если вам нравится фуксия, то
то вы будете использовать фуксию, будете радоваться, и будет она прекрасно у вас смотреться в интерьере. И тут нечего сказать абсолютно. Все время говорю, что это вкусовщина. Это лишь мои пристрастия. Это мне кажется, потому что сталь с молочным лучше, чем фуксия с молочным, потому что сталь с молочным спокойнее, голова не будет болеть, и приятно будет вписать, легко, главное, будет вписать в интерьер, чем фуксию. Для меня фуксия с молочным – это более сложный вариант. Это головная боль. Я не смогу не жить с таким пледом, не вписать его. Возможно, от того, что у меня не хватает на это профессиональных навыков, чтобы жить и работать с этим цветом. Если у вас хватает, так это прекрасно. Куча, я уверена, куча разных цветовых пар существует, к которым я боюсь подойти, потому что боюсь как бы ошибиться. Да? Но это не значит, что они не имеют права на жизнь, это не значит, что они не будут на самом деле красиво смотреться. Возможно, я просто до них еще не дошла. Посмотрите эту мою лекцию про цвет, будет интересно тоже очень ваше мнение. Ну вот Полина тут пишет про природные цвета. Действительно, я согласна, что в природе очень много ярких оттенков. Это не всегда такие сглаженные, это не всегда вот эта пожухлая трава. Да? Летом сколько у нас цветов с ярким зеленым и разным этим зеленым, да? Бьющим зеленым. Видимо, мне нужно было добавить, что когда я говорю про природные сглаженные цвета, я имею в виду не бьющие, очень спокойные. Но, повторю, у всех у нас совершенно разные пристрастия и вкусы. И главное, чтобы всем нам было в итоге хорошо. Ну что, друзья, кажется, все новости рукодельные за неделю вам рассказала. Все обозрела. Спасибо еще раз вам за вопросы, которые вы задаете. Спасибо за ваши фотографии, которые вы размещаете в чатах. Спасибо за то, что вы мне пишете и присылаете видео о том, как вы счастливы теперь живете с новым пледом или с новой подушкой или с новым ковром. Как вы осваиваете новые техники, я рада безмерно. Значит, всю информацию о чатах, обо всем я оставляю в описании к этому видео. Здесь внизу, не забудьте его раскрыть. Там все, потому что часто вы задаете вопросы, а где схема, а где что. Вот там внизу под видео и будут все ссылки с указанием групп, чатов, всего-всего-всего. Так что приходите в нужную вам группу, вяжите, смотрите, делитесь своими успехами. Ну и главное, будьте здоровы. До следующего выпуска. Пока-пока.